Они взяли лазерный луч и пропустили его через светоделитель, так что у вас получился тот же луч, но разделенный на два. Затем они слабо измерили фотоны в обоих лучах, а потом подвергли один из лучей сильному измерению, если можно так выразиться. И то, что они обнаружили в прошлом, когда проводились слабые измерения, фотоны, которые позже подверглись сильному измерению, были значительно усилены. То есть более позднее измерение усилило фотоны в их прошлом. Это означает, что события в будущем в точке времени B каким-то образом влияют на вещи в точке времени А в прошлом. Другими словами, будущее событие изменило то, что уже произошло. Это не предположение. Эксперименты показывают, что это происходит постоянно. Психологи, изучающие предчувствия, обнаружили нечто странное в контролируемых лабораторных тестах. Тела людей реагировали на эмоциональные события до того, как они происходили. Человек сидит перед монитором, ему показывают серию фотографий, не просят делать ничего, кроме как смотреть на картинки. И при этом человек подключен к приборам для измерения физиологических показателей. Первые эксперименты проводились с электродермальной реакцией. Сейчас это делается с помощью ФМРТ, с измерением расширения зрачков, с частотой сердечных сокращений. Все они показывают примерно один и тот же эффект. Вы просто смотрите, а компьютер случайным образом выбирает набор фотографий, чтобы показать вам. И большинство из них – спокойные нейтральные картинки. Но время от времени появляется возбуждающее изображение. В данном случае – негативно возбуждающее. Результат заключается в том, что физиология участника показывает повышенное возбуждение не только когда появляется изображение, что естественно ожидать, но и за несколько секунд до того, как компьютер показывает возбуждающие изображения. Различные исследования показывают, что физиологические реакции, предчувствия обычно возникают за 2-10 секунд до появления стимула. Ранние эксперименты регистрировали эффект примерно за 3-4 секунды до события, тогда как более современные исследования фиксируют реакции, происходящие за 5-7 секунд. Например, в экспериментах Дина Радина и Дика Бирмана использовались кожно-гальванические реакции и показатели сердечно-сосудистой системы, которые демонстрировали изменения до предъявления эмоционально заряженных изображений. Научное сообщество продолжает изучать и обсуждать эти феномены, ведь они бросают вызов традиционному пониманию причинно-следственных связей и временных отношений. То есть негативные картинки или эротические картинки воздействуют на организм даже до того, как компьютер решает, какое изображение показать. Это называется предчувствием, и это предполагает, что наш подсознательный разум может улавливать сигналы из будущего до того, как наш сознательный разум это осознает. Но это происходит не только в лабораториях. Многие люди переживают вещие сны, где детали из снов совпадают с реальными жизненными событиями, происходящими через дни, недели или даже годы спустя. Эрик Варга считает, что эти сны не совпадения, а не послания от вашего будущего «я». Проблема в том, что мы обычно не замечаем их, пока не становится слишком поздно. Но что, если вы могли бы научиться распознавать их? Что, если ваши сны могли бы помочь вам предсказать ваше собственное будущее? И именно это мы собираемся исследовать, потому что чем больше вы понимаете предвидение, тем больше вы осознаете, что время работает не так, как мы думаем. Большинство исследователей парапсихических явлений теперь убеждены, что предвидение является таким же сильным и надежным феноменом, как и дистанционное видение на расстоянии. Ваш бодрствующий мозг и ваш спящий мозг запутаны таким же образом, как мозг близнецов. Мозг человека в настоящем и мозг человека в каком-то будущем времени в каком-то смысле запутаны.
Многие люди сообщают, что видят во сне события до того, как они происходят. Иногда с поразительными подробностями. Разговор, местоположение или даже крупное мировое событие. Через дни, недели или даже годы позже они обнаруживают себя переживающими момент, который уже разыгрался в их сознании. Но как это возможно? Некоторые исследователи предполагают, что сны — это форма коммуникации через время. Ваше будущее «я» посылает информацию назад. Проблема в том, что мы не распознаем, когда это происходит. Сны часто кажутся странными и символичными, а не буквальными, но когда мы оглядываемся назад, мы видим связи, которые не были очевидны в тот момент. И здесь становится еще интереснее. Психологи, изучающие модели снов, обнаружили, что люди могут тренировать себя замечать элементы предвидения, распознавать, какие сны являются отголосками будущего, а не случайным воображением. Что, если бы вы могли натренировать свой разум, распознавать эти сигналы в реальном времени, а не только после того, как событие уже произошло? У большинства людей были вещие сны. Фактически, первый контакт большинства людей с психическими способностями – это вещий сон. Но если вы собираетесь использовать вещий сон, вы должны уметь избавляться от снов, вызванных тревогой, снов, исполняющих желания, снов, загроможденных остатками предыдущего дня, и искать сны, которые являются уникальной характеристикой, очень четкие, очень необычные, причудливые. То есть, если у вас сон, который является очень поразительным. Но в основном, если вы видите сон о провале экзамена по математике, а вы не готовились к этому экзамену, мы не считали бы это предвидением. Один из известных примеров вещих снов в российской истории связан с Александром Сергеевичем Пушкиным. Незадолго до своей трагической гибели поэт увидел вещий сон, который он сам описал своим друзьям. В этом сне Пушкин видел себя на похоронах, лежащим в гробу, а вокруг стояли его друзья и близкие. Особенно тревожным для него было то, что он видел свою жену, Наталью Гончарову, в глубоком трауре. Пушкин был настолько встревожен этим сном, что рассказал о нем своему другу, писателю Владимиру Далю. Через несколько недель после этого сна, в январе 1837 года, состоялась роковая дуэль с Дантесом, на которой Пушкин получил смертельное ранение. Он умер спустя 2 дня после дуэли, а его похороны стали именно таким событием, какое он видел в своем сне. И Пушкин был не одинок. Сообщения о вещих снах существуют на протяжении всей истории, иногда предупреждая отдельных людей о личных событиях, в другое время предвидя глобальные трагедии. Но есть ли способ доказать, что сны предсказывают будущее, а не являются совпадениями, которые мы замечаем постфактум? Именно это Джон Данн попытался сделать со своим протоколом вещих снов, системой, разработанной, чтобы доказать, что сны не просто отражают прошлое, они раскрывают будущее. Он разработал протокол не для того, чтобы иметь вещие сны, а чтобы замечать свои сновидения на протяжении всей ночи, не только в периоды быстрого сна, но даже в более глубоких периодах медленного сна. Одним из аргументов Данна заключался в том, что сны проникают как в будущее, так и в наше прошлое. Джон Данн, британский авиационный инженер, не просто переживал вещие сны, он решил отслеживать их. В начале 20 века он разработал метод для научной проверки того, могут ли сны раскрывать будущее. Его метод был прост. Каждое утро он записывал свои сны в максимально подробных деталях, а затем сравнивал их с реальными событиями в последующие дни и недели. В результатах он обнаружил, что многие из его снов содержали точные детали о будущих событиях, не только личных переживаниях, но и новостях и событиях, о которых он заранее не знал. Что еще важнее, он заметил закономерность.
Будущие события в его снах часто были обыденными, повседневными происшествиями, а не драматическими предзнаменованиями катастроф, то есть моментами, которые иначе остались бы незамеченными. Это привело Данна к предложению чего-то радикального. У всех нас есть вещие сны, мы просто не осознаем этого, потому что забываем или неправильно интерпретируем их. Чтобы проверить эту идею, Дан поощрял других вести подробные дневники снов. Многие сообщали о том же опыте. Сны, которые не казались значимыми в то время, оказывались соответствующими будущим событиям. И здесь становится еще более странно. Дан считал, что наши сны смешивают прошлые и будущие события вместе, делая их трудно распознаваемыми до тех пор, пока событие не произойдет. По его мнению, время нелинейно внутри нашего разума. Мы постоянно обрабатываем информацию с обоих направлений – прошлого и будущего. Но если сны могут показывать проблески будущего, может ли эта способность выходить за рамки сна? Некоторые исследователи считают, что предвидение происходит не только ночью, оно может происходить, когда вы бодрствуете, в виде вспышек озарения или спонтанных мыслей. Многие люди испытывают предвидящие мысли, интуитивные чувства, мысленные образы или вспышки озарения, которые, кажется, приходят из ниоткуда. Наверняка вам когда-нибудь приходила внезапная мысль о ком-то, а через несколько минут этот человек вам звонил. Или, может быть, в голову пришла идея, и позже, в тот же день, все произошло именно так, как вы представляли. Если вы направите внимание вглубь собственного сознания и зададитесь вопросом «Откуда возникают мои мысли?», то, скорее всего, столкнетесь с парадоксальным открытием. Вы обнаружите, что не способны дать исчерпывающий ответ на этот, казалось бы, простой вопрос. Подобная неопределенность проявляется и в другом аспекте мышления. Мы не можем заранее знать, какая мысль посетит нас в следующее мгновение. Содержание нашего сознания возникает спонтанно, и процесс этого возникновения остается для нас загадкой. Это наблюдение подводит нас к интересному выводу о природе человеческого сознания. Мы одновременно являемся авторами своих мыслей и их наблюдателями, существуя на границе между произвольным и непроизвольным мышлением. Эрик Варга предполагает, что эти переживания не случайны. Они являются еще одной формой предвидения, как и сны, с той разницей, что происходит во время бодрствования. Эта концепция поднимает важный вопрос: откуда берутся наши мысли? В основном люди считают, что они результат памяти, воображения или логических рассуждений. Но что если на некоторые из наших мыслей влияют события, которые только должны произойти в будущем? В большинстве случаев это ваше собственное будущее «я». Вы подключаетесь к вещам, которые произойдут в вашем будущем, и именно оттуда приходят ваши лучшие идеи. Так утверждают некоторые специалисты. Наш мозг постоянно обрабатывает данные как из прошлых, так и из будущих переживаний. Мы просто не распознаем будущее, пока они не произойдут. Это объяснило бы, почему так много изобретателей, писателей и ученых сообщали о получении идей во снах или внезапных вспышках вдохновения, как будто ответ уже был известен и просто ждал, чтобы его заметили. Если некоторые наши мысли приходят из будущего, возникает вопрос: можем ли мы научиться контролировать этот процесс? Можем ли мы тренировать себя, получать доступ к информации из будущего по требованию? Именно этого и стремятся достичь практики дистанционного видения и тренированного предвидения. Для некоторых людей это больше, чем просто теория. Это навык, который можно развить. Люди, которые впервые пробуют дистанционное видение на занятиях, часто бывают поражены тем, насколько хорошо они могут видеть вещи, о которых не имели ни малейшего представления.
Десятилетиями разведывательные службы и ученые изучали дистанционное видение. Способность воспринимать удаленные места или события без физического контакта. Многие исследователи полагают, что эта техника позволяет не только видеть далекие объекты, но и получать информацию из будущего. В программах дистанционного видения, в том числе организованных правительством США, использовались строгие протоколы для проверки способности людей получать неизвестную информацию. Участникам давали случайные координаты и просили описать, что они видят мысленным взором – места, предметы или даже людей. Результаты оказались поразительными. Некоторые практикующие точно описывали детали мест, где они никогда не бывали. Но что еще удивительнее, в некоторых случаях они описывали объекты, которые еще только предстояло построить. Их сознание получало доступ не только к удаленным местам, но и к событиям, которым только предстояло произойти. Исследования в Принстонском университете подтвердили, что предсказательное дистанционное видение работает так же эффективно, как и восприятие текущих событий. За 20 лет ученые провели 334 испытания, результаты которых имели статистическую значимость на уровне 1 стомиллиардной. Это невероятно малое число и исключительно низкая вероятность того, что полученные результаты могли быть случайными. Оказалось, что заглядывание в будущее для человеческого сознания не сложнее, чем восприятие удаленных объектов. Эти открытия поднимают фундаментальный вопрос. Если мы можем получать информацию из будущего, что это значит для нашей свободы воли? Если будущие события уже влияют на наши мысли сегодня, действительно ли мы контролируем свой выбор или просто следуем заранее написанному сценарию? Большинство из нас верит, что мы формируем будущее своими решениями в настоящем. Но если мы способны видеть сны о событиях, которые еще не произошли, или иметь предчувствия, которые сбываются, то кто на самом деле контролирует нашу жизнь? Здесь возникает концепция ретропричинности. Идея о том, что будущие события могут влиять на наши прошлые решения, что ставит под вопрос наше традиционное понимание причины и следствия. Означает ли это, что мы просто следуем заранее написанному сценарию? Не обязательно. Некоторые физики утверждают, что будущее не фиксировано. Это сеть возможностей. Пока мы можем получать проблески того, что впереди, наш выбор все еще определяет, какая версия будущего становится реальной. Другими словами, предвидение не отменяет свободу воли. Оно просто расширяет ее. Если мы можем распознать будущие влияния до того, как они полностью проявляются, мы могли бы изменить свой путь. Эрик Варга предполагает, что наш разум постоянно обменивается информацией с будущим, но поскольку мы воспринимаем время линейно, мы этого не осознаем. Некоторые люди, практикующие осознанные сновидения, утверждают, что получили четкие знания о будущих событиях, сознательно ориентируясь в своих снах. Другие сообщают об опыте, который ощущается как путешествие вне тела, воспринимая места и события далеко, за пределами собственных знаний. Здесь включается астральная проекция. Некоторые считают, что астральная проекция, часто описываемая как ощущение выхода из своего тела, не просто иллюзия, а реальное явление, связанное с нелинейным восприятием времени. Отчеты практикующих предполагают, что во время глубоких медитативных или сновидческих состояний они сталкивались с детальными сценами будущих событий, позже подтверждая их точность. В то время как традиционная наука остается скептической, факт остается фактом. Многие люди, которые переживают осознанные сны и астральные проекции, сообщают о получении знаний, которые не должны быть доступны. Так что если сознание не ограничено настоящим моментом, где оно фактически существует?
Возможно, самая большая тайна не в том, можем ли мы мельком увидеть будущее, а в том, существует ли наше сознание само по себе вне времени. И если это правда, тогда все, что мы знаем о реальности, это только начало. Это также затрагивает одну из самых глубоких тайн человеческого существования. Действительно, если мы признаем разделение в человеке на две составляющие – временную, локализованную личность и вневременное, всеведущее высшее сознание, это кардинально меняет наше понимание того, кто мы есть на самом деле. Такое разделение – не просто теоретическая концепция, а фундаментальное устройство нашей природы. С одной стороны, существует обыденное сознание, ограниченное временем и пространством, идентифицирующее себя с телом и личностью, имеющее доступ только к информации, полученной через 5 чувств и рациональное мышление. С другой стороны, высшее «Я», Бог, внутри каждого из нас, существующее вне времени, обладающее доступом к всеобъемлющему знанию, не имеющее ограничений обычного восприятия. Это разделение действительно является прямым указанием на то, кем человек является по своей сути. Эта концепция предполагает, что человек по своей истинной природе не ограничен материальным телом и индивидуальным разумом. Наше подлинное «Я» — это не личность с биографией, а вневременное сознание, которое лишь временно проявляется как отдельный индивидуум. Мы находимся в парадоксальном состоянии, будучи одновременно конечным существом, личностью, и проявлением бесконечного, высшего сознания. Эта двойственная природа объясняет многие необычные способности и переживания. Предвидение и дистанционное видение становятся возможными, потому что высшее сознание существует вне линейного времени и может видеть события будущего. Интуитивные озарения приходят не из логического анализа, а из глубинного источника знания. Мистические переживания единства возникают в моменты, когда разделение между «я» и миром временно исчезает. Признание этой двойственности имеет глубокие следствия для понимания себя. Мы не просто биологические существа или периферийные устройства, принимающие данные, случайно возникшие во Вселенной. Наша личность — это временное проявление, через которое более глубокое сознание познает материальный мир. Развитие духовных практик можно рассматривать как процесс укрепления связи между обыденным сознанием и высшим «Я». Это удивительная возможность трансформации внутреннего мира. Просто проверьте это на практике. Когда мы осознаем, что в самой глубине нашего существа пребывает высшее сознание, бесконечное, вневременное и совершенное, мы обретаем ключ к преодолению всех ограничений обыденного ума. Страхи, тревоги, сомнения и прочие негативные состояния по своей природе принадлежат к поверхностным слоям нашего бытия. Они подобны волнам на поверхности океана, в то время как наша истинная сущность — это сам океан. Когда мы направляем внимание вглубь и начинаем отличать эти поверхностные явления от своей подлинной природы, происходит нечто удивительное. Негативные состояния теряют свою власть над нами. Этот процесс не требует борьбы или подавления. Достаточно лишь спокойного, осознанного развлечения. Это не я, это лишь временное состояние моего ума. Высшее сознание, будучи нашей истинной основой, естественным образом растворяет все, что не соответствует его безграничной природе. Подобно тому, как тьма не может существовать в присутствии света, так и ограничивающие состояния не могут устоять перед лицом безграничного осознания. Когда мы обращаемся к этому глубинному аспекту себя, мы задействуем нечто неизмеримо более могущественное, чем любые психологические процессы. Мы призываем саму основу бытия, которая по своей сути свободна от всех ограничений.
И в этом свете осознанности все временное и иллюзорное естественным образом рассеивается, не требуя никаких усилий с нашей стороны, кроме простого, но глубокого акта самопознания.